Hey, what's up? Сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как экспортировать спрайты в движок Unity. Если, когда ты экспортируешь спрайты, у тебя получается такое же блевотное говно, как у меня сейчас, то значит ты неправильно экспортируешь спрайты. Если у тебя есть размытие, если у тебя неправильная цветокоррекция, если искажается цвет, значит ты неправильно экспортировал. И сегодня я покажу, как правильно экспортировать твои спрайты в движок Unity. Погнали! Переходим в Photoshop и делаем tileset. Tileset необходим для оптимизации твоей картинки. То есть никто не переносит по одному спрайту. Все переносят сразу несколько различных спрайтов, но потом их обрезают в движке и ими уже пользуются в движке. Потому что неудобно, во-первых, в иерархии иметь 1000 файлов, искать еще там, где стена, где оружие, где персонаж. То есть это очень неудобно. Плюс это очень плохо сбивает кэш и оперативку на твоем системнике. Поэтому это как бы фу-фу-фу, это очень плохо. Особенно, когда ты делаешь видеоигры. Поэтому мы делаем tileset. Tileset — это какая-то картинка формата PNG, который не имеет фона и у которой спрайты имеют между собой расстояние, достаточно для того, чтобы мы могли их выделить и не задеть другую картинку, то есть другой спрайт. Да, в примере у меня 3 стены и 1 человечек. Человечек для того, чтобы вам показать, что неважно, закрашен фон или нет. Главное, чтобы в движке мы могли его вот так выделить. Выделяем мы, как правило, симметричными объектами, то есть выделяем там 64 на 64, 24 на 24, 12 на 12. Главное, чтобы ширина и высота делились на 2. То есть это такое негласное правило. И чтобы расстояние от концов картинки, то есть между вашим спрайтом, который вы хотите принести, и границей вашей картинки было расстояние хотя бы в 1 пиксель. Это необходимо для того, чтобы правильно все корректно отображалось. Теперь сохраняем файл «Сохранить как». Выбираем PNG, well, например, видео. Я сохраняю на рабочий стол. Окей. Переношу теперь в движок. Переносим наш tileset в движок. И теперь давайте перенесем наш tileset в сцену. И видим блевотное говно. Просто блевотное говно с размытием и неправильной цветокоррекцией. Теперь давайте это исправлять. Удалим это из сцены. И сделаем теперь все правильно. Sprite мод, мультиплеер. Фильтр мод, point. Point необходим, потому что это по соседним пикселям. Это то же самое и в Photoshop. То есть, если вставить себе линейное, у вас размытое говно. Если у вас point, то у вас четкие пиксели. Так что ставим point. Нажимаем здесь none, compression none. То есть, у нас не изменяется никак, это не корректируется. И нажимаем apply. И теперь, если мы это прикинем... у нас, потому что multiply. Теперь давайте sprite editor, потому что multiply необходим вот для этого, чтобы мы могли вот так вот выделять наши спрайты по отдельности. Синяя линия отвечает за отображение картинки, насколько я помню, зеленый за то, чтобы как будет box collider отвечать. Но не суть. Просто выделяем наши спрайтики. Здесь можно написать, как будут называться ваши спрайты по отдельности и разрешение ваших спрайтов. Также можно определить, где центральная точка. Вот если нажать на эту стрелочку, то у нас открывается список с нашими спрайтами. И теперь мы можем это спокойно переносить. То есть у меня просто они меньше по размеру, потому что у меня спрайт здесь, scale увеличен. Теперь еще перенесем нашего человечка вот сюда куда-нибудь. И давайте это всего этого увеличим scale на, например, 5. Это и повыше. Вот. Как вы видите, все прекрасно. То есть у нас теперь это не выглядит как блевота, это не выглядит как говно. Давайте сделаем у всех по Y одинаково и выстроим. Вот. И теперь запустим. Поздравляю, просто поздравляю. Вы сделали, если все правильно, то у вас нету искажений, нету этой блевоты, у вас теперь все прекрасно, цвет не искажается, не искажаются пиксели, все замечательно, и вы можете делать свою игру. Ну а с вами был я, Аристарх, надеюсь, я вам помог, и вы можете мне поставить лайк и подписаться. Всем удачи, всем пока.